Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же перспективы вас ждут в жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Есть некоторая, знаете, и обозленность, и опечаленность, да, вот грусть именно по поводу любви. Это обычно бывает после разрыва, да, развода, когда жизнь не мила становится, когда грусть, печаль, тоска, когда депрессняк может проигрываться. Здесь стопроцентная измена была в ваших отношениях, измена, которая причинила вам, ну, боль такую до глубины души. Очень тяжело если вы сейчас в таком настроении находитесь, да, то очень тяжело и непросто вам. Если давно это был этот период, то я могу сказать, что, ну да, долго вы выходили, в принципе, из такого состояния, потому что, ну, сразили вас наповал. Вот реально сразили, когда вы жили какой-то период, либо же сейчас вот живете, да, у кого сейчас такой момент проигрывается, абсолютно вот как-то не замечая женщин, вот вообще по барабану, ничего не хочется, никого не хочется, дом, работа, дом, работа. Причем есть женщины, которые могут даже вот заигрывать, могут в открытую даже как-то флиртовать, чтобы, ну, чисто для постели, да, вот зароманить. Вам и этого не надо, потому что, ну, глубокая такая вот апатия, депрессия. У вас еще проигрывается ситуация, вот конфликтная ситуация. С кем это конфликты могут? Это могут быть, кстати, вот у кого особенно это свежие разводы, вот разрывы, да, может быть дележка, потому что здесь и по суду может быть какая-то конфликтная ситуация, да, которая касается вот как раз именно какой-то дележки. Здесь может быть, что женщина хочет отсудить больше, чем того полагается по суду, да, вот именно как-то давить может, да, вот скандалить, как-то вот именно, знаете, ради детей может говорить, что нужно отсудить, вот именно детьми может манипулировать. Здесь ситуация еще проигрывается, знаете, что у вас вообще осталось какое-то опасение относительно вот предательства. Вот у вас, ну, такая, я бы сказала, глубокая психотравма именно в отношении предательства женщин. Поэтому вы как-то сейчас даже вот, ну, думать не хотите об этом. Так, что еще в вашей жизни? Но глубоко в душе, ребятушки, все равно надежда есть. Надежда умирает последней. Смотрите, в вашей жизни все равно, как ни крути, у вас будет новая любовь. Дальше мы посмотрим более детально, что это за любовь, да, посмотрим так блоками, какие перспективы. Сначала вот работа, я смотрю, у нас идет. У некоторых из вас может проигрываться уменьшение зарплаты, урезание, либо задержка денег. Потом их через время выплатят, все нормально, но нервы потрепают какое-то время. Далее, смотрите, может проигрываться, что вам отдадут деньги, которые, может быть, вы одолжили кому-то, да, может быть, наследство кому-то с неба упадет, да, нежданно-негаданно. Ну, то есть, довольно такая неплохая сумма. Если кто-то из вас хочет перейти на другую работу, более такую денежную, можете смело дерзать, довольно такой благоприятный период. Очень неплохо у вас идет по работе. Вот. Так, еще что у нас материально-финансовое. Теперь смотрите, вот если кто из вас разошелся, особенно недавно, да, ну вот реально, у меня такое ощущение, что ваша бывшая зазноба, вот она хочет просто вот добить вас именно в материальном плане. Вот я сейчас делаю акцент, да, вот блоками, так кто знает мои видео, сначала вот Таро прогнозы, я смотрю, да, вот работа, финансы, потом там коротко по здоровью посмотрим, и потом любовь, морковь.
Смотрите, вот бывшая зазноба, она таки хочет вот вас добить финансово, то ли она больше отсудить хочет. Причем здесь какие-то махинации могут делать, смотрите, будьте очень и очень осторожны. Потому что реально она, ну то ли она проплатит кому-то, да, чтобы как-то вот все было на ее стороне, чтобы это было выигрышно. Будьте очень осторожны. Если вы подключите, вот у кого такие ситуации, да, вот именно с судами связано, если вы подключите грамотных адвокатов, да, то я думаю, вы все-таки выиграете это дело, потому что она, ну, чуть ли не с голым задом, грубо говоря, хочет вас оставить. Дама очень такая продуманная, очень неприятная. Так, давайте-ка посмотрим теперь, если вот, потому что я знаю, вот некоторые из вас мне писали там в комментариях, что то ли уволили вас, да, вот, либо сами вы уволились. Давайте посмотрим, насколько те, кто потеряли работу, насколько будет вот период у вас нахождения новой работы, да, вот как быстро вы устроитесь или нет. Смотрите, ребятушки, опять же, если вас уволили, либо вы уволились, да, вот какой-то период может быть, что вы будете без работы. Это не будет, что сразу, да, вот с работы на работы. Это вот то, что я говорила только что, да, что если уже есть на примете, вот четко там вакансия может быть, да, в этом случае здесь вам повезет, если уже у вас, либо же вы прошли собеседование, ну то есть уже какое-то место за вами может быть забито. Здесь, да, здесь вам удача. Но если вот вас недавно только уволили, либо же вы собираетесь увольняться, да, здесь денежки можете поднакопить, потому что какой-то период вы можете быть в поисках. У вас будут разные предложения по работе, но вы будете так перебирать, потому что вы не броситесь лишь бы на какую работу. Вам будет важно и финансы, да, и чтобы более-менее, ну, по душе было, да, чтобы не как на каторгу ходить на работу. Поэтому очень осторожно. Может также проигрываться, что как-то работа будет связана либо же это с поездками, да, с переездами какими-то, с командировками, да, вот может быть за рулем это. Либо же это еще может говорить о том, что, допустим, та работа, которая вот у вас сейчас вот была, да, может быть, вы пешком на нее ходили, а вот следующая работа будете ездить просто уже на транспорте. Так еще может быть. Ну, то есть она более далеко расположена. Далее, давайте-ка посмотрим теперь коротко по здоровью. Диагнозы я не ставлю, но посмотрим, что же вас ждет по здоровью. Так, здоровье может подкачать немного, смотрите. Здесь проигрываются сердечные заболевания, да, вот сердечно-сосудистая система, но это может быть связано как раз-таки с жарой очень большой. Поберегите себя, пейте побольше водички, да, окунайтесь побольше в воду, я не знаю, принимайте душ, может быть, ездите на речку, на море, у кого какая возможность есть. Далее зубы, десна, да, вот и смех и грех, да, может быть, кто-то посмеется, но тем не менее могут быть именно с ротовой полостью какие-то проблемы. Далее. Ноги. С ногами тоже могут быть болевые ощущения, могут быть проблемы с суставами, колени, да, вот смазочку нужно поменять на коленях, что называется. То есть осторожно так именно вот с нагрузками, у кого болят ноги, у кого может быть варикоз, да, старайтесь как-то не сильно нагружать ноги, потому что могут быть обострения ваших болячек. Так, ну и дальше давайте на закуску посмотрим любовь моркови. Уже я вначале сказала, что вас там новая любовь ждет, да? Что же это будет за любовь? Ворвется очень неожиданно. Что это будет за женщина? Довольно сильная духом. Она вот станет как раз вашей новой императрицей. Это женщина, которая, ну, она неплохо зарабатывает. Она, в принципе, знает цену деньгам, но она не транжира. Женщина, которая
Вот я бы ее назвала, знаете, женщина из ваших снов. Вот может быть такая вот такого типажа, когда-то вам снилось, да, вот бывает, приснится, вроде бы это чужой человек, но во сне вот, да, бывает, что у тебя любовь. Ты вроде бы не знаешь этого человека, но тебе так хорошо и комфортно. Вот напишите, бывали у вас такие сны или нет? Вот женщина, которая когда-то приходила вам реально в снах, вот такого похожего типажа. С ней вот абсолютно вы можете быть спокойны за свои деньги. У нее свои, в принципе, довольно неплохом количестве есть. За нее вы можете абсолютно не переживать. Ей ваши деньги не нужны, там своих выше крыши. Это женщина, которая, в общем-то, и знает себе цену, но в то же время она не будет высокомерно себя вести. Вот такой баланс, да, вот обычно женщины обеспеченные, ну, или которые более-менее неплохо зарабатывают, они могут, конечно же, корону одевать, выше крыши быть, да. Но здесь женщина, она с одного, ну, с первого взгляда, да, казалось бы, и такая себе на уме, но когда вы с ней разнакомитесь, вы поймете, что она очень простая, как для обеспеченной дамы. Вот она очень такая своя в доску. Вот с ней не страшно, да, вот, как говорят, и в походы, и куда угодно, и на разведку, или в разведку, да, как правильно. Это человек, который может поддержать и финансово, несмотря на то, что вот она вроде бы женщина, да. У нас, как правило, женщины как считают? Это мужчина должен, да, вот и в ресторане заплатить, там в кафе, где угодно. Это же женщина. Она не будет такого типажа. Она, если надо, она за себя заплатит без проблем. Она самодостаточная, она нормально к этому относится, когда бюджет, допустим, вот в отношениях, да, пополам. То есть здесь абсолютно никаких проблем. Но вы на нее будете, причем тратиться с удовольствием. Да? Вот сегодня не будет у нас прям такой глубокий расклад, потому что это такой расклад Таро, в общем-то, Таро-прогноз такой, да, не именно на отношения. Поэтому я вскользь так вам опишу, да, это женщина, в которую вы будете сами с удовольствием вкладываться, несмотря на то, что она уже при деньгах. Вот с этой женщиной абсолютное обнуление ваших каких-то вот заморочек, что ли, да. Вот абсолютно ваш внутренний мир как-то вот она перевернет, отношения с ней перевернет. Вот именно эта встреча, которая перевернет ваш внутренний мир, как-то вот она научит вас жить даже проще. Относиться ко многим вещам вы будете проще, да, вы не будете заморачиваться над теми вещами, которые, возможно, вам раньше не давали покоя. Если вы, допустим, сейчас вот периодически можете из-за чепухи переживать, она вам покажет такой мастер-класс, что вы больше не будете этого делать. Как-то вот намного легче, вот именно морально станет жить с этим человеком. Поэтому даже не переживайте, вот у кого сейчас опустились руки, у кого плюс еще финансовые проблемы, да, довольно часто мужчины думают, ну как же, денег нет, как же я же не потяну ее, да, какая женщина может быть. Но тем не менее, повторюсь еще раз, это не из тех дам, которые вот именно продуманные, которые корыстные, которые ищут себе спонсора. Эта женщина сама, если надо, она сама станет спонсором кому угодно. Поэтому пусть вас это не пугает. Самодостаточные женщины довольно часто почему-то пугают мужчин. Да, если еще и два в одном, если она еще и красивая, так это вообще трэш, да, богатая еще и красивая, но это вообще как-то страшновато, да. Пусть это вас не пугает, она абсолютно нормальная, она абсолютно простая, она, ну, классная, так, если по-простому. Она вот именно классная. Поэтому, смотрите, ребята, я коротко описала, какие перспективы ждут вас, да, вот. Поэтому смотрите, у кого срезонирует, да, хорошо, замечательно. Помним, что это общий расклад, но и не забываем про личные расклады. Вот такие пироги. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!